Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта. Наверное, это самый известный торт советских времен. Торт называется «День и ночь». Все его пекли, все его когда-то пробовали. И все его, наверное, попробуют испечь вместе со мной, потому что рецепт очень легкий и получится у всех. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня, мои дорогие, начинаем приготовление с крема. Для крема нам нужно будет взять одно яйцо, 100 грамм сахара, и хорошенько перемешать. Добавляю 3 полные столовые ложки муки с горкой. Это приблизительно где-то будет 70 грамм. Хорошенько перемешиваю. Сегодня крем у нас будет не на кукурузном крахмале, а на муке. И начинаю добавлять молоко. 500 мл молока. Постоянно перемешиваем, чтобы у нас не было никаких комочков. Включаю плиту и на небольшом огне нужно будет проварить крем до густоты. Вот до такого состояния, постоянно помешивая. Переливаем крем в другую посуду, накрываем пленочкой и оставляем его остудиться. И сейчас начинаем делать тесто. Для теста нам нужно будет взять 6 яиц. Щепоточка соли, 200 грамм сахара. Яйца с сахаром нужно будет хорошенько взбить. Но не до такого состояния, чтобы они были у нас совсем-совсем такие белые и пушистые. Ну, нужно будет взбить их хорошенько. Приблизительно где-то 4-5 минут. Сюда же добавляю 250 грамм сметаны. Сметана у меня 20% жирности, но можете добавлять и 15% сметану. Перемешиваем еще раз. И добавляем 300 грамм муки. Муку я буду добавлять двумя частями. Вначале первую часть. Сюда же добавляю 15 грамм разрыхлителя. Если будете класть в тесто соду, то положите 1 чайную ложечку соды. Но именно в этом рецепте я изменяю соду на разрыхлитель, потому что вкус немножко меняется. С разрыхлителем получается вкуснее. И добавляю остаток муки. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов, потому что тесто, по идее, мы уже сделали. Нам остается только вмешать остаток муки. Выпекать будем при температуре 180 градусов наши коржи. Добавляю ванилин. Все это хорошенько нужно перемешать. Уже без миксера, лопаточкой. Этот торт очень легкий в своем приготовлении, но получается достаточно очень вкусный. Достаточно легкий и вкусный. Форма 26 сантиметров в диаметре. На дно я постелила пергаментную бумагу. И наливаю приблизительно половину теста. Равномерно распределяю все тесто по форме. Постучу немножко, чтобы вышел воздух. И отправляю выпекаться. В оставшуюся часть теста нужно будет добавить какао. 1 столовая ложка какао. У меня здесь приблизительно 20 грамм с горкой. Обязательно просеять нужно, чтобы не было комочков. И перемешиваю. Это будет второй корж. Вот такое тесто у нас получается. Первый корж у нас уже готов. Можно его проверить просто рукой, а можно деревянной палочкой. Даем чуть-чуть остыть на столе и вынимаем из формы.
Переворачиваем на решетку. Снимаем бумагу и нужно будет остудить корж. В тесто не идет масло сегодня. В этой же самой форме будем выпекать и второй корж. Точно так же постучим и отправляем в духовку. Этот корж тоже у меня выпекался 20 минут. Вынимаем из формы. Переворачиваем, снимаем бумагу и оставляем корж, чтобы хорошенько остыл. Эту шапочку мы потом срежем, не бойтесь. Крем у нас уже первый полностью остыл. Теперь нам нужно будет сделать второй крем. Для второго крема нам нужно будет взять 120 грамм сливочного масла и половину банки сгущенки. Это приблизительно 200 грамм. Надо будет взбить. Ванилин добавляем или ванильный сахар. И взобьем миксером. Крем уже готов. И сейчас нужно будет объединить заварную основу со сливочным кремом. Крем получается очень вкусный. Этот, мои дорогие, попробуйте, если вы никогда не пробовали делать этот крем. Он необыкновенно нежный, вкусный и совсем не сложный в приготовлении. Хорошенько взбили. И вот такой крем у нас получается. Теперь нам нужно будет сделать сироп для того, чтобы пропитать коржи. Для сиропа берем 3 столовые ложки сгущенки, это где-то приблизительно 100 грамм. И добавляем 150 миллилитров теплой водички. Хорошенько перемешиваем. Вот такой сироп у нас сегодня будет. Теперь нужно будет с каждого коржа нам срезать шапочку. Как можно меньше срезайте. Вначале коржи я разрежу пополам, а потом уже буду срезать шапочку. Так намного легче. Такие две половинки у нас получаются. Шапочку срезаем как можно меньше. Нам не нужно будет много крошек. Это пойдет на обсыпку. Точно таким же образом порежем и шоколадный корж. Пополам. А потом срежем шапочку. Смотрите, мои дорогие, сейчас я обрежу торт, обрежу каждый корж, сделаю их чуть-чуть меньше и обрежу краешки. Если не хотите, можете это не делать. На вкус это абсолютно не повлияет. Я обрезаю кольцом меньше буквально на 1 сантиметр, 25 сантиметров у меня кольцо. Можете положить в любую тарелку. Точно так же обрежем и шоколадные коржи.
Как я вам сказала, это уже на ваше желание. И начинаем собирать торт. Начинаю с шоколадного коржа, хорошенько его пропитываю. Сироп сегодня у нас молочный, без алкоголя, поэтому этот торт, мне кажется, очень хорошо подойдет на любой день, детский день рождения, на любой праздник. Торт шоколадно-ванильный, это, по-моему, нравится всем. Классический вкус. А именно с этим кремом он получается бесподобный. Как я вам уже сказала, мои дорогие, этому рецепту, наверное, уже больше 30 лет. Я его выпекаю очень-очень давно. Таким же образом, каждый корж пропитываем сиропом и смазываем кремом. Это уже последний корж. Торт, конечно, должен пропитаться. За ночь он очень хорошо пропитывается. Равномерно распределяем крем по бокам и сверху. Эти все остатки я измельчила. Здесь у меня шоколадные, а здесь у меня ванильный корж. Крошечка. Шоколадной крошкой я буду оформлять бока торта, а белый сверху. Здесь вы можете уже применить свою фантазию и оформить кому как нравится. Торт у меня полежал всю ночь в холодильнике. И сейчас мы будем его резать и пробовать, мои дорогие. Торт получается высокий, необыкновенно нежный, очень вкусный. Режем и пробуем. Напишите, мои дорогие, пробовали вы этот торт или нет. Посмотрите, какая красота у нас получается. Коржи очень хорошо пропитываются и кремом, и сиропом. Торт получается мягкий и необыкновенно нежный. Посмотрите, какие мягкие коржи, какие все мягкие коржи у нас и какой пропитанный торт. Просто прелесть. Ну что, мои дорогие, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты. И нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всем пока-пока, всех люблю.